Всем доброй ночи. Так, дорогие друзья, хочу вам показать, какие ритуалы, после каких лучше проводить, когда мне задают вопросы, то есть с чего начать проводить ритуалы, если люди сами хотят себе помочь. Да, я дала им такую возможность. Значит, какие ритуалы? Сейчас книги для всех отберем. Так, это уже есть. Нет, это для практиков. Тайная власть. Угу. Здесь не все книги, но еще есть книга судьбы. Вичак, ну. Его тоже сейчас покажу, пока на всякий. Ну, в принципе, ее сейчас не буду отвлекаться. Ее вы видели, там книга вопросов и ответов, точнее, книга ответов, которые дают вам четкие ответы на каждый ваш вопрос, чтобы вы все время кому-то не ходили, не просили. Вы просто можете открыть и посмотреть. Про книгу Вичак мы отдельно с вами поговорим. А сейчас я хочу вам объяснить. Дорогие друзья, одно время мы собирали очень много и отзывов, и благодарностей. Мы делали даже ролики. Хотели стимулировать людей, чтобы люди не ленились, чтобы люди проводили, чтобы люди привели свою жизнь в порядок, призвали туда удачу, благополучие и так далее. Но потом уже таких отзывов, таких благодарностей стало уже настолько много, что мы просто привыкли к тому, что это есть, понимаете, и это стало как само собой разумеющееся, и мы стали уже меньше времени этому уделять и больше объяснять, как нужно, что и так далее. Во-первых, хочу сказать, что люди, у которых не получается, про это уже было сказано миллион раз. Если у вас закрытые дороги до такой степени, если у вас серьезные вещи вообще в жизни, да, серьезные неудачи, то ритуалы могут получиться либо процентов на 30-40, либо не получиться. Потому что человек может призывать денежную энергию только тогда, когда у него много сил, энергии, своей личной силы жизненной. Если жизненной силы нет, то не получается притянуть денежную силу без жизненной энергии. Поэтому у таких людей может не получаться. Но попробуйте для начала. Начнем с этого. Как начать вообще? Сейчас вот с этих книг будем смотреть, чтобы вы могли набрать, например, в интернете и найти. Они есть, все ритуалы. На моих каналах есть под роликами ритуалы, ставятся чаще всего. Есть ритуалы и на моем сайте. Есть и в моей группе ВКонтакте, где мы не всех принимаем, иначе у нас была бы огромная группа. Мы выборочно принимаем людей, чтобы там была атмосфера нормальных человеческих отношений. Значит, вот здесь в основном это первая книга. Здесь в основном, подождите, денежные. Сейчас я начну с чисток, которые я вам давала для домашнего хозяйства, для женщин. Давайте так начнем. Вот они, чистки, да? Смотрите. Вот эти чистки очень подходят для того, чтобы очистить себя. Вот этап раскрещивания только в книге есть и в моей группе, точнее, вот раскрещивание. Те, которые просили, я там выставила. Панические атаки и так далее. Прежде чем что-либо начать, проведите чистки. Чисток множество я дарила вам. Я вам говорила, что это вас не избавит от очень серьезных вещей, которые в вашей жизни есть, но это поможет вам встать на ноги, хоть как-то поменять свою судьбу, хоть как-то смягчить то, что у вас есть в жизни, и даст вам возможность за это время
ну, подняться на ноги и уже обратиться, окончательно это убрать. Понимаете? Но перед этим вы можете хотя бы на время облегчить свою участь, если у вас нет возможности обратиться к профессиональной помощи. Это, конечно, не все уберет, не во всех этих трудностях поможет, но во многом облегчит. Зеркальные чистки я вам дарила. Снять мороку я вам дарила. Я вам даже сказала, что человек собрала воедино на канале, называется «Ритуалы для всех. Ведьмина изба». Да вы можете просто набрать чистки для всех, ведьмина изба, защита для всех, ведьмина изба, там, вызвать денежную силу, денежный сохран. Сейчас мы к этому вернемся. Просто набрать и увидеть все, а под роликами просто текст взять, переписать, если хотите, или распечатать и пользоваться. Значит, вот чистки. Если у вас внутренние страхи, тревоги, то вот эти вот чистки от камня с души, от дурного сна, очистите разум и тело водой, вот, очищение, жечь страхи, оно очень хорошо действует. Зеркальная чистка, первая, там зеркальный коридор, вторая, другая чистка. Это первое. Если у вас неудачи в сфере денег, я вам давала ритуал снять денежные блоки. Как убрать денежные блоки? Значит, сжечь нищету, смыть нищету, спугнуть нищету, изгнать горемыку. Это все касаемо энергии бедности, энергии нищеты, которые можно убрать. Вот недавно, вчера я выставила опять ролик, называется «Скинуть с себя нищету». Вот это все сначала убрать эту энергию бедности, нищеты, только потом начать призывать денежные энергии. Если у вас какие-то жизненные неурядицы, проблемы, вам нужна защита, вот нет пока возможности или нет времени, да, обращаться, вот вам нужно сейчас, сегодня, на днях это все сделать. Вот эти защитные шепотки, защитные обереги. Видите, как Яна все вот как положено. Это не простая работа. Я даю шепотки, например, общие, да, она оттуда выделяет все, которые определенно для чего-то нужны. Далее смотрите, что я вам еще подарила. Видите, это колоссальная работа. Это легко так показать на бумаге, вот столько вот написано. Попробуй столько сделай. За всего лишь несколько лет людям подарить. Это работа день и ночь, вы знаете. Для женщин, вот, от одиночества, зазыв с помощью соли очень хвалят, с помощью зеркала, с помощью перца 500 раз написали. Ой, перец не скачет. А я говорю, перец может быть разный, потому что то, что продают в магазине, иногда сыреет, иногда некачественно. Это не важно. Главное, чтобы оно просто уже до красноты, когда уже вы видите, что оно уже просто жарится, читать и сделать с перцем, с этим. Значит, зазыв на фотографии, 1001 ночь, призыв страсти. Отличный ритуал. Хочу. Французский ритуал вообще отличный. Французский ритуал вообще влезает в голову мужчинам. С ума сводит их, можно сказать. Далее, смотрите, для здоровья и красоты. Молитва волка исцеления очень хорошо помогает. Быстро похудеть, тайна армянских цариц помогает. Уже не первый раз. От головной боли, от высокого давления, от депрессии, от женских болезней, кашля, удушья, кожаных болезней и так далее. Вот найдите серия «Безмолвная магия». Там полностью просто сказано, без слов, без ничего, как себе помочь. Вы много где видели такие работы? Безмолвная магия, работа с тканями разных цветов, шепотки, заговоры. Вы понимаете, что это титанический труд просто. И не каждый это вам подарит просто так. Это все подарено. И я всегда показываю, говорю, пожалуйста, нет возможности, не берите книги, возьмите все, что вам надо, у меня на канале, на сайтах, все вам подарено. Вот что еще надо делать для человечества, чтобы оно тебя уважало и любило? Мне кажется, что меня уважают и любят уже тоже.
Это уже не просто страх, это еще и любовь человеческая. Ну и ненависть заодно. Это нормально. Сильных людей либо любят, либо ненавидят. Любят такие же сильные личности, ненавидят мелочные твари, которые очень хотели бы быть такими, но понимают, что никогда ими не будут. Теперь смотрите, вот карьера, благополучие, денежные вливания, золотая река фортуны. Она вообще отлично работает, хочу вам сказать. Дальше есть, сейчас я хочу найти, вот она, денежный заговор моей прабабушки. Знаете, какой сильный? Попробуйте. Просто вот наберите, вот как здесь, остановите кадр, посмотрите, вот так вот показываю все эти заговоры. Вот, львиная доля, мешочек купчихи очень хорошо. Значит, монета родит богатство. Здесь очень много. Пламя воплощения хорошее. Так. Так. Продать, вот продажа все спрашивает. Продать дом, машину, другое имущество. Наберите. Значит, разбудить изобилие. Ритуал на праздник Навруз. Но это может любой провести. Победитель Биртенгри очень хороший. Ритуалы с водой. Вот. Железные птицы. Сайда Мазарон, извиняюсь. Фортуна восточная. Денежный застой убрать, пожалуйста. Хан Алтынь вообще на подарки идет. Хан Завоеватель. Храм воздвинула я. Чай будут деньги. Отличный ритуал, между прочим, каждое утро можно, выпивая чай, это сделать. Знаете, через некоторое время из ниоткуда что-то поступает. Дальше давайте. Защиты. Вот. Опять. В случае опасности, да. Змея Скорпий. Это моя работа. Не та, которую... Змея Скорпия, со Змеей Скорпией очень много разных авторов писали. Моя Змея Скорпия совершенно иная. Это именно четко моя работа, чтобы вы знали. Ночное войско отлично. Если вы живете, тем более в таком районе, или вы боитесь, например, чего-то боитесь, понимаете, у нас времена непростые. Вот. Шепоток от подлости, знаете, как сразу работает? От противника. Если бы вы увидели, просто я не все могу СМС показать, если бы вы увидели, как что происходит с людьми, которые, например, скажем, хотели отобрать бизнес у человека или еще что-нибудь, да, или подло себя повели, как у них вообще в жизни все разоряется после этих шепотков. Если вы правы, повторяюсь, я всегда говорю, если ты 100% прав, а не просто хочешь сделать гадость. Вот это у нас книга Белого кота. Здесь есть и есть на моих каналах, повторяюсь. Но невзирая на это, люди хотят в книжном варианте. Мало ли с каналом или что-нибудь случится, люди боятся, интернет не вечный, а книга можно передать, переписать, понимаете. Здесь еще покажу вам, давайте-ка. Значит, вот, защита для животных, спрашивали. А есть для животных там помощь? Вот она, которая помогает и вытащить животное от болезни и защитить. Красная дорога денег, изгнать бедность, призвать халяву. Вот денежная молитвка «Скоропомощник» отличная вообще, там несколько. Виноградная сестра, армянский ритуал на желание, 9 денежных узлов очень хорошо работает у людей. Вот очень вот это вот. Показывает то, что чаще всего хвалят. Хотя у каждого свое. Дух порога для помощи, чтобы ненужный человек к вам не пришел. Растянуть деньги, снятие мороки, алтарь предков, защита родной земли и так далее. Вот тропой змеи из трудных ситуаций. Мольба отверженных. Это люди, которые, скажем так, с неблагополучным детством. И у них вечно этот комплекс и ненужность в жизни. Оно очень хорошо помогает убрать это и очистить жизнь. Вот это мы показывали, да, это я отложила. Сейчас покажу еще. Это первый выпуск книг. Мы скоро еще раз переиздадим, но уже в другом формате. Горшочек богатства. Купец молодец для денег. Дальше. С маятником
перетянуть деньги с известных брендов. Знаете, как хорошо действует? У вас магнитиков полно на холодильник всяких там фирм, Айсберг и прочее, прочее. Вот положите и с маятником или с цепочкой вытяните оттуда определенные деньги. Ничего страшного с ними не случится, потому что они фирмы-миллиардеры, они даже не заметят это, а вам прибудет. Они откупятся за свои махинации, а вы просто возьмете то, что вам положено. Понимаете? И все будут рады. Караван богатства. Тянуть богатство 4 стран. Отличная работа. Хочу вам. Начитка на деньги. Ганеши. Стая денежных птиц очень срабатывает у многих. Смотрите, сколько работ я вам подарила. Сейчас еще покажу. Что-то он так нечетко. Так. Заговор на маг, на колокольчик. Значит, дар ведьмы. Удача обрека очень хорошо помогает. Далее вот другие защиты. Убрать сущности из дома, если чувствуете, что кто-то есть, вам мешает жить. Защитный круг очень нормальная вещь. Значит, от опасности. Оживить дом для защиты. Если вы боитесь просто и боитесь каких-то проверок, каких-то, ну мало ли, всякое бывает в нашей жизни. Сколько есть тварей вокруг нас, которые вечно хотят вредить нам. Сделать так, чтобы ваш дом вас просто защищал всеми силами. Значит, дальше. На обсидиан камень, материнская защита, отнять силу соперницы и так далее. Далее, вот эти ритуалы уже для дома. Задобрить злые силы, чтобы они вам не вредили. Чистка дома, вернуть цыганское проклятие. Это к любому проклятию касается. В спину сказали, или вы чувствуете, что человек вам желает плохого. Снять с глаз. Это все вам подарено, это вы можете сделать. Это я сейчас показываю для простых людей. Для практиков не будем пока. Потому что практики сами знают. Значит, кухонник. У вас на кухне не будет никогда ни пожаров, ни каких-то происшествий, не будет портиться продукты раньше времени. Потому что даже на кухне есть кухонник, который оберегает вашу кухню. Это помощник домового называется, или домовиха, или кухонник. Не знали? Вот знаете. Чтоб сосватали. Вот это я когда читала, всегда были приятные подарки. Один раз я когда сняла, просто сняла, как бы, естественно, показала, подарила, и на следующий день почему-то мужчина просто оплатил за меня полностью все мои покупки, хотя их там было немало. Я даже не поняла, почему он это сделал. Он сказал, мне просто хотелось вам сделать приятное. Я говорю, спасибо. А потом вспомнила, что я вчера читала, чтобы сосватали. Это вызывает к вам симпатию, любовь людей. Они хотят вам что-то сделать полезное и приятное. Вот, от крапивницы, от прыщей и так далее, от зуда. Это, по-моему, ролик называется «Лечение кожи». Понимаете, вот... Спрашивайте, что, как. Вон сколько всего. Давайте дальше. Это у нас магия жизни. Дай нужная фортуна. Это говорит о том, что она вам даст то, что вам в данный момент жизни нужно, чтобы стать на ноги. Для репетиторов и учителей, если у них рассчитано на людей, на детей, чтобы их было много, да. Зеркальный коридор денег, очень хорошая вещь. К источнику пиги, это для получения работы, купец богатей. Когда мне говорят, а вот специально для получения работы есть ритуал с черным котом, называется «найти работу». Но вы понимаете, что если вы отрываете бедность или сжигаете бедность, это и есть открытие дороги и к работе, и к деньгам, и ко всему остальному. Не обязательно все как бы по полочкам там разложить или по очереди называть. Вот я хочу работу получить после этого и так далее. Нищету, отвязаться от нищенской доли уже говорит о том, что у вас будет работа и карьера. Очень многие люди этим себе помогли. Очень многие поменяли свою жизнь. Почему вы не сможете? Вы тоже сможете. Вот. Ритуалы с тканью. 7 денежных кругов, смыть бедность, сохран денежный, старик богатей, вообще отлично. Еще мне знаете, что нравится? Дед Сидор для хозяйства.
Вот найдите там заговор для хозяйства деда Сидора. Я там всем знакомым, которые, ну, бабушки, которые знают меня, как-то была, когда в Волгограде недавно, и я им отдала, я говорю, для своего хозяйства начитайте. И вот мне мама пишет, говорит, у нас там Фая рядом жила, еще Зинаида, по-моему. Они говорят, там этих кур и гусей не знают, куда девать. Столько их там вылупилось, их столько просто хозяйства, понимаете, расширяется. Это для людей, которые живут в селениях. А если вы, например, ваш доход зависит тоже от... Вы там разводите собак, кошек, да, и начитать, чтобы они вам приносили прибыль. Да даже ваши вещи дома, прочитать на ваши вещи, у вас появится возможность их приумножить, на украшения читать. Это очень сильные работы, многие из них основаны на очень древних таких, знаете, рукописях и древних текстах. Я же историк, понимаете, я работала в архивах очень долго, изучала, смотрела. У меня несколько написанных книг исторических, которые я бы хотела издать, но пока вот издаю только эти. Так получается, что на другое не дают мне возможность. Габондия, Северная Фортуна. Вот Настя, если услышит, она подтвердит под роликом. Ее друг, который давно ему обещали, как офицеру, как бы квартиру, и никак не получал. И вот после проведения Габонди, по-моему, она сказала, через неделю-две, что ли, или еще быстрее, ему выделили то, что вообще просто нереально было, невозможно. Понимаете? Сокровище фортуны, сжечь нищету, дом полная чаша, очень хорошо. Ритуал с паспортом, это относится к новой магии, новому течению, называется наномагия. То есть магия, которая приспособлена к новому времени, к новым предметам, которых в древности не было, но сейчас есть. И вот эти более древние заклинания, они под новое время подогнаны, скажем, грубо говоря. Паспорт – это наша мини-жизнь, правда? Это мы. Это наша биография, это все, что касаемо нас. Там хранится наша энергия, жизненная энергия, наша судьба. И отношение к своему паспорту тоже говорит, как человек относится к своей жизни. То ли он беспечно где-то кидает его и пачкает, то ли он в красивый такой, скажем, берет там какой-то переплет кожаный и хранит как свой личный документ. Понимаете? Вот. И с паспортом этот ритуал, он помогает где-то и в нашей судьбе делать перемены. Точно так же, как в древности, ну ладно, не буду сейчас называть, а то сейчас побегут, могу идти делать тоже себе такой же. Но как-нибудь я вам подарю такой ритуал в том числе. Вот. Здесь некоторые вещи как бы не вошли в общий такой, ни на канале нету, нигде нет, только в книге. Ну, потому что, вы поймите, я же не робот, я не могу все это выставить и показать. Здесь, но это малое количество, 70% моей работы выставлено, и все это вам как бы показано. Ну, для практиков, я думаю, что говорить не нужно, практики прекрасно это все знают, не так уж много практиков. В любом случае, видите, сколько их. В скором времени еще раз переиздадим, немножко в другом формате, потому что надо. Уже заканчиваются, мы их переиздаем. Очень много люди заказывают, просят. Вот это новая книга. Яд противоядия. Отличная книга. Он не предназначен был для чужих глаз, но некоторым ублюдкам я подарила. И эти ублюдки взяли, выставили на всеобщее обозрение, думая, что тем самым обесценили мою книгу. Так вот, как только они выставили, эта книга улетела просто, уже который выпуск. Потому что, видимо, люди боятся покупать кота в мешке, хотя столько лет меня знают, и они должны быть уверены, что любая моя книга, она достойна того, чтобы приобретать и дома хранить, да. Но в любом случае, видимо, думали, а вдруг там то, что мне надо или не надо. И как только показали это все, ну просто улетела вся эта работа.
очень быстрыми темпами, понимаете? Так что спасибо большое. Ваше ублюдство тоже мне на руку. Вот. Это у нас так кратко просто показываю то, что для практиков предназначено. Все, дорогие друзья, это есть и в книгах, это есть и на моем сайте, это есть на моем канале, и на дочерних каналах. Люди создали дочерние каналы для того, чтобы мои работы не пропали, потому что чем больше у тебя друзей, и чем больше у тебя уважения, не меньше у тебя и врагов появляется. Вы все это знаете. Это неизбежно. Это неизбежно. Если у тебя там несколько сотен тысяч почитателей, то обязательно 100 тварей тоже найдутся где-нибудь. Вот. Особенно мне нравится, когда некоторые заходят и пишут о том, что вот малограмотная какая-то. Очень смешно звучит, конечно. Мне интересно, какая малограмотная могла столько создать. Ну, каждый человек по себе судит, что здесь удивительного. У нас тоже есть почитатели нашего таланта, да, которые хотели бы всей силой и душой быть, как ты, но, увы, или к счастью, им это не дано, потому что сила дана только адекватным людям. Запомните, сила дана только очень разумным, адекватным людям. Если бы сила была дана людям отмороженным, то они бы вредили всем подряд. Но сила, вот как правило, дана адекватным людям. Очень, скажем, людям, которые распоряжаются этим разумно. Людям, которые знают свое предназначение, знают, почему они пришли в этот мир и что от них требуется. Так что ни один психбольной, тупоголовый, отсталый, отсталое существо не может обладать силой. Это однозначно. Итак, дорогие друзья, с чего начать? Для начала, если вы хотите финансовое благополучие, изгнать бедность, сжечь бедность, все, что касаемо изгнания ненужной энергии из своей жизни. Второй момент. Например, очистительные ритуалы, потом защитные ритуалы, а потом уже начать делать ритуалы благополучия и так далее, вызова удачи, потому что вы должны избавиться сначала от этой отрицательной его всей энергетики, потом дальше идти. Если, понимаете, я еще раз вам говорю, если у вас серьезная вещь, то все, что вот эти очистки и так далее и прочее, вам помогут некоторое время стать на ноги. В любом случае вам придется прийти и убрать это. Ну, куда-нибудь, пускай не ко мне, но хоть куда. Если вы чувствуете, что это окончательно не уходит. Это, как, знаете, дают лекарство, которое на время может приостановить болезнь, да, то есть закрыть источник. Но окончательно вам все равно надо будет эту болезнь вырвать с корнем, просто вылечить. Иначе ваш организм на время просто остановит это, а потом снова запустит. Но на время тоже можно это все остановить. На время это тоже можно как бы себе помочь. Я так часто отдавала людям и переписывала или записывала им, как сделать что и так далее, что мне так это надоело, я решила просто на своем канале выкладывать, чтобы сразу 5-6 тысяч человек за день смотрели, видели и понимали, чтобы я этим всем 5 тысячам отдельно не записывала. Сначала вот так сделайте, потом то сделайте. Понимаете, почему я раздала эти все ритуалы и раздаю, и еще буду помогать. И я понимаю, что я, как знаете, очень, как бы кость в горле тем людям, которые зарабатывали на этом, которые там за деньги просто вам говорили, сколько раз там читать «Отче наш» и так далее, и это был очень удобный, хороший бизнес. Я понимаю, что многим я перекрыла кислород, и естественно, что есть и вражда, есть и ненависть ко мне, это нормально. Было бы удивительно, если бы не было. Если бы не было этой вражды, то можно было подумать, что я ничего из себя не представляю. Вот поскольку ты личность, к тебе будет эта вражда. Но в любом случае это не говорит о том, что я остановлюсь на этом, что я перестану людям помогать, что я перестану столько дарить людям. Это все дарится бесплатно.
Это все делается для людей, чтобы они могли поменять свою жизнь, чтобы они не тратили миллионы. Пожалуйста, вон, распечатайте или перепишите и пользуйтесь на здоровье. Достаточно несколько ритуалов, чтобы тебе подходило, чтобы вся твоя жизнь поменялась. Согласны со мной? Достаточно одного ритуала, который может тебе помочь поменять действенного, сильного ритуала. И почему эти работают? Иногда люди мне так пишут, знаете, в таком удивлении, вот прямо ошарашены. Вы знаете, я провела, у меня, представляете, у меня все так и получилось. Я говорю, ну я же вам дарю не для красоты, не для штампа, что я вам что-то подарила, а чтобы они работали. Вы даже не представляете, сколько они уносят у меня сил, даже когда я переписываю со своих тетрадей, там аккуратно, чтобы потом снять, объяснить вам. Я могу просто весь день ходить как пьяная. Столько они забирают сил, просто выжимают тебя, потому что в них огромная сила. В них есть ключи, которые, если человеку практикующему надо знать, то вам не обязательно. Оно уже сокрыто. Там либо слово, которое произносится и сразу же срабатывает, либо день, либо время суток, да, либо призыв определенных сил, которые тысячелетиями призывались для этого, и они себя узнают и приходят. Дорогие друзья, не все обладают такими знаниями, чтобы суметь вам дарить сильные заговоры и работы. Понимаете, почему? Можно очень много красивых стихотворных всяких заговоров написать, они работать не будут. Надо знать, надо знаниями обладать. Надо знать имена древних сущностей, которые призывались в древние времена. Надо знать какие-то тексты, взятые, скажем, из древних летописей, например, которые призывались к богам, обращались этими текстами. Вот они очень действенны, очень сильные. И зная это, взять и добавить свое, и создать нечто такое целостное – оно, конечно, срабатывает. Но еще раз повторяюсь, для этого надо иметь знания. Просто так что-нибудь красивое сказать. Придите деньги там от бедра ко мне, там шагните ко мне навстречу. Конечно, можно это все написать, но толку от этого никакого не будет. Понимаете? Вот почему я говорю, что учение свет, а не учение тьма. Это говорили древние и во всех сферах, во всем, хоть ты повар, хоть ты там учитель, хоть ты ведьма, во всем нужны знания. Без знания, ну, ты никто, ты ничего из себя не представляешь, ты ничего людям не дашь. Мало взять интернетные какие-то статьи и пересказать. Это ерунда, это не есть сакральное знание, это есть просто повтор, это есть просто какой-нибудь материал преподнести. Надо свое. И это свое должно быть действительно сакральное знание, тайное знание, действительно мало кому ведомые и доступные. Так что цените, пользуйтесь, и пусть у вас все будет хорошо.